Продолжаем изучать центр Припяти и место, куда я давно хотела попасть, ПТУ. И это не просто заброшенная припятская ПТУ. Вау. Что мы нашли? Корпус дозика, который находится рядом с узлом связи. И так, немножечко сзади энергетика. Сейчас мы с вами в этот ПТУ заглянем. Вот так это все выглядит со стороны. ДК «Энергетик», узел связи. И центральный вход. Тут гербовый шестнарь проглядывает. Смотрите, какая красота нас встречает. Гардероб и такая композиция на входе. Очень мило. Так, ну что ж, давайте поисследуем ПТУ. И на самом деле это одно из самых интересных мест в городе, на мой взгляд. Во-первых, потому что оно хорошо показывает, какой здесь была жизнь до аварии. Это было обычное советское училище, где готовили рабочих для города и для Чернобыльской атомной электростанции. Здесь учились электрики, слесари, сварщики, монтажники. В общем, все те люди, без которых вообще не работает ни один промышленный город. И многие из них потом шли работать либо на ЧС, либо на предприятия прямо здесь, в Припяти. То есть это не просто какое-то училище, это была часть всей системы города. И самое интересное, что обучение здесь было не теоретическое. Прямо тут в классах, в мастерских стояли станки, оборудование, инструменты, и студенты учились работать руками. В некоторых кабинетах здесь даже можно найти токарные станки и остатки техники, которая здесь была в ПТУ до аварии. А еще это здание продолжало работать даже после аварии, но уже в качестве штаба ликвидаторов. Здесь располагалась лаборатория РАДЭК, и здесь работали дозиметристы, которые участвовали в ликвидации последствий аварии непосредственно на самой станции. А здесь, в этом здании, они проводили поверку дозиметров, здесь находилась лаборатория, и хранили свое оборудование. Здание проработало больше 10 лет. Любимый запах тлена. Может, столовая какая-то? Не знаю, плита стоит. Трудно сказать. Ладно, идемте смотреть, что здесь еще есть интересного в этом ПТУ. О, из интересного здесь обнаружен трон. Кстати, вот я помню, здесь в ПТУ есть не актовый, а спортзал, и, по-моему, этот трон там стоял раньше, но сейчас его зачем-то перетащили сюда, к входу. Так, куда мы с вами попадаем? Плановая экономичная группа. Ага, здесь у нас, получается, были кабинеты. Здесь что, может быть, касса? Обычно касса вот с таким вот окошком. А дверь обита железом. А здесь какие сохранились. Смотрите, 97-95 год. Здание еще работало после аварии.
Здесь себе для уюта вот такими вот плакатиками обклеили. 90-й год, смотрите. Тут в кабинетах особо ничего не сохранилось. А здесь что? Интенсификация производства. Ну, всякая учебная атомная техника за рубежом. Метрология. Такие вот здесь, смотрите, 88-й год. Такие вот здесь книжечки сохранились. Там вообще много всего интересного можно было бы покопаться. Москва, 88-й год. Здание. Научно-техническая информация. 89-й год. Чертежи, смотрите. Какой-то. Вообще очень-очень интересно копаться вот в таких вот старых книгах, старой литературе. Искать всякие интересные моменты, изучать, погружаться вглубь, скажем так, вглубь в те времена, в историю. Но, к сожалению, на это нужно много времени, которого у нас нету. Поэтому мы вынуждены вот так просматривать все бегом и двигаться дальше. Но надо быть благодарным хотя бы за этот шанс побывать тут. Потому что, конечно, это невероятно. Невероятная удача оказаться отдел кадров. Смотрите. Невероятная удача оказаться в Припяти. После стольких лет я уже и не думала, что я когда-нибудь сюда попаду. Поэтому вот снимаю все практически одним кадром. Еще раз извиняюсь за свою сумбурную речь. Ничего толком я вам не могу рассказать, потому что я тоже хожу вот так вот с открытым ртом и смотрю на все это и пытаюсь как можно больше вобрать в себя и проникнуться вот этим вот духом Припяти. Потому что не знаю, когда я еще раз смогу сюда попасть и смогу ли я вообще когда-нибудь еще здесь оказаться. Чеснарик проглядывает в окошко. Смотрите, аккумуляторная. Это мы с вами уже в
полуподвальном помещении. Это, наверное, вентилятор. Наверное, какая-нибудь вентиляционная. Такие плакатики всякие. Попали в какую-то лабораторию. Что это за лаборатория? Все настолько разбито, разрушено. Не знаю. Что это вообще такое было? Комната. Это пленка, понятно. Что-то здесь собирали. Какую-то технику сразу же видно, что это. Ой. Что-то с техникой здесь связанное. Но что именно здесь делали, непонятно. Вот план. Это план дома. Там инструменты какие-то. Ладно. Идите дальше. Одно здоровое помещение. Ну, тоже, судя по всему, оно использовалось после аварии еще. Что здесь такая Якобс. Ну, Якобс это вообще свежий, конечно. Масло, фанта, кружечка. Такие артефакты уже более современные. И ящики какие-то. Уголок ТБ. Уголок техники безопасности. Ладно, двигаем дальше. Это что, серверное? Похоже на то. Такая штука. Щиток. Единственное, что осталось. А все остальное вырвано с корнем, без следа. Смотрите. Посмотрите, что мы нашли с вами. Лаборатория метрологии. Поверка средств измерений ионизирующих излучений. Здесь проверяли дозиметры. Давайте проверим здесь радиационный фон. Что нам показывает наш дозиметр? Абсолютную норму. В 11 микрорентген. Но мы, конечно же, пройдем дальше. Посмотрим. Интересно, конечно, здесь было бы покопаться и поизучать все детальнее, потому что это очень интересное помещение, но что я вижу, что здесь хоть что-то сохранилось такое стоящее, а по-моему, похоже, что здесь как будто бы просто мусор куча.
куча мусора. И лыжи. Смотрите. Кто-то лыжи притащил. Вот так это все выглядит. Смотрите, под ногами у меня. Вот такая вот комната. Интереснейшая. Так, здесь ничего. Смотрим дальше. Здесь тоже ничего. Комната 107. На полу пластикат. Вот этот пластикат его стелили в Припяти, в помещениях, которые требовались после аварии для всяких нужд ликвидации. Вот стелили его для того, чтобы легко можно было дезактивировать. То есть, простыми словами, просто для того, чтобы он мог легко мыться водой. И к нему ничего не пристает. Вот видите, даже старая грязь, она очень легко отходит. И, соответственно, такое помещение с таким покрытием очень легко дезактивировать. И безопасно можно в нем работать. Так, мы с вами дошли уже до конца. Здесь уже у нас какие-то совсем развалины, грустные. Грустные развалины. О, вот это классное помещение. Неожиданно. С таким столом мощным. И вот таким витражиком. Рисунки какие-то. Так. Идем дальше. Смотрите, ребята, какой-то бассейн. Видите? Бассейн. Выставлен ряд бутылок. На полу бутылок еще больше. А здесь что? Вообще непонятно. Кладовая. Вот Припять тема уникальна, что здесь абсолютно непонятные какие-то вещи порой встречаются. Никогда не знаешь вообще, что это, для чего это. Смотри, деревянный кабинет. Вот так. Вообще, это какие-то душевые я забыла опять. Душевые. А здесь туалет и выход. Выход. Мы с вами вышли, смотрите. Ну что ж, попробуем сгонять быстренько на второй этаж. На первом мы с вами уже смотрели практически
Вообще огромное здание. Можно долго гулять. Профком. Ну, правда, потрясающе. Это же все нарисовано, как краска. Вот. Очень нравится надписи, которые делали. Ну, в целом по сохрану здесь не очень. Все растащили. Здесь ничего толком не сохранилось. Такие вот комнаты. Вообще атмосфера потрясающая. Хмурая пасмурная погода. Холодный ветер. Тлен и безысходность. Все как мы любим. А вот это здание, по-моему, как раз спортзал. Не знаю, получится ли у меня туда залезть. Но мы сейчас попробуем. Быстренько по крыше перейдем в другой корпус. Оттуда уже выйдем на улицу. Я надеюсь, что здесь дверь открыта. Все, я уже... О, смотрите, какая находка. Это прям вау. Смотрите, а это вот корпус от Дозика. Интересно, как меня зона привела в эту комнату. Какой-то журнальчик. Вот. Здесь ничего не написано на двери. Противогаз. Ну вот. Ладно. Мы с вами попали в огромный актовый зал. Я мог бы тут жить. Куча разных надписей, которые сталкера бы оставляли после себя. Это уже настоящий актовый зал. Огромный. Ладно, пойдемте спускаться на первый этаж. Впереди нас ждет. Вот еще моя любимая папоротник в зданиях. Кончики. Так, ну ладно, идем уже на выход.
уже нет времени дальше продолжать исследовать это чудесное здание. Вот до спортзала я все-таки дошла. Пол протекает, в смысле потолок протекает, пол весь прогнил. И остатки былой цивилизации спортивной. Блин, брусья и козел. А, вон там, по-моему, еще тренажер какой-то был. Вот это все, что осталось от спортзала. Так, ну теперь надо найти выход отсюда. А вот он уже здесь. Кстати, здесь довольно небезопасно. Кажется, что все очень осыпается и здание рушится. Посмотрите, как оно выглядит. Перекрытие вообще стрёмное, смотрите. Кошмар. Ладно, мы уже идем на выход. Оп. Еще какой-то кабинетик, заглянули по дороге. Да. Ну что, друзья, надеюсь, вам такая мини-экскурсия понравилась в таком формате. Конечно, она не отображает и малой доли того, что здесь вообще есть. Но я надеюсь, что мне удалось хоть немного передать атмосферу Припяти, и вы смогли побывать с ней вместе со мной и насладиться нашим любимым